ЕПТ в Париже. Чаевые на 25 тысяч долларов, Дэн Билзерян и его многомиллионные выигрыши. Всем привет, вы на канале Академия Покера, и это ежемесячная рубрика Покер News. В этом выпуске расскажем о самых удивительных покерных событиях в марте. А вы ставьте палец вверх и подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые выпуски. И, конечно же, пишите в комментариях, какие покерные события в этом месяце впечатлили вас больше всего. Покер-рум, покерок. Большое поле турниров. Еженедельный фриролл $200. Бонус 100% на первый депозит и, конечно же, встроенный хат. Больше информации в описании под видео. В феврале во французской столице состоялся очередной этап флагманского фестиваля ЕПТ. На него было обращено много внимания, как минимум потому, что в последний раз этап ЕПТ Пэрис проходил в далеком 2016 году. Несмотря на долгий перерыв, старзы заявили широкое расписание турниров, как дешевых, так и с боином до 100 тысяч долларов. Такой риск оказался оправдан, серия показала невероятные результаты. Турниры собрали сотни игроков, а в главном событии зарегистрировались 1606 участников. Это не абсолютный рекорд, но цифра впечатляющая. В историческом сводке ЕПТ она заняла почетное 6-е место. Больше могли собрать только мейны на ЕПТ в Барселоне. Широкое расписание, боины на любой кошелек, полеты на воздушных шарах, ужины в лучших ресторанах и дегустация французских вин прямо посередине дня – это лишь часть того, что предлагал фестиваль во французской столице. Казалось, что его не может ничего испортить, но PokerStars выбрали в качестве места проведения отель Hyatt Regency Paris Étoile. Это отличный 4-звездочный отель недалеко от центра Парижа. На первый взгляд он огромный, но игрокам пришлось столкнуться с беспрецедентно узкими коридорами, в которых было практически невозможно стоять в очереди на регистрацию. Аналогично тесно казалось и в конференц-зале перед делом на время в покер-рум, где некоторых игроков ждал неприятный сюрприз. Когда любители запрыгнуть на последний флайт главного события ФПС Пэрис пришли на стойку регистрации, им вежливо объявили, что мест уже нет и стартовый день отменяется. Разумеется, поднялась волна гневных комментариев в социальных сетях, после чего PokerStars принесли официальные извинения. Сказали: мы сожалеем, что вы не получили сервис высокого стандарта, мы признаем свою ошибку, попытаемся все исправить и нам искренне жаль. Но, несмотря на все недостатки, серии остались довольны как игроки, за исключением тех, кому не хватило места, так и организаторы. Победителей на ЕПТ Пэрис было много, но мы отметим чемпиона главного события. Гражданин Румынии Разван Белея смог отобраться на турнир стоимостью 5300 евро через сателлиты и выиграл свой первый кубок европейского тура. Победа принесла ему 1 миллион 170 тысяч евро, а болела за Развана вся страна. Он стал первым покеристом, который привезет в Румынию кубок ЕПТ. В начале марта во Вьетнаме стартовала серия Тритон Покер, которая собрала сотни любителей поиграть на самых высоких ставках. Действительно, богатых покеристов становится с каждым годом все больше. Если еще в прошлом году Тритон собирал в среднем 100 участников, то в этом году только за первые несколько турниров обновил рекорд посещаемости, собрав 166 входов, а затем колоссальные 179 регистраций. Но мы отклонились от ключевой повестки. Тритон — это не только покер и миллионы долларов призовых, это место, где игроки веселятся на полную. Необычным образом решил развлечь себя один из лучших игроков мира — Джейсон Кун. С самого начала серии Джейсон предлагал каждому дилеру, который садился за его стол, простую сделку. Дилер угадывает его карманные карты, которые сам же ему и раздал, а Джейсон сразу выплачивает дилеру 25 тысяч долларов. Важное условие пари: нужно было не просто назвать номинал карты, а еще и верно угадать масть. Каковы шансы дать верный ответ? Можно даже не обращаться к математике, чтобы ответить, что на такой короткой дистанции практически невозможно. К сожалению, этот невероятный момент состоялся за пределами телекамер, а всю историю мы знаем по рассказам Артура Мартиросяна. Как рассказал Артур, во время одного из турниров из соседнего зала раздались вопли радости. Как оказалось, дилер раздал карты и попробовал их угадать, назвать девятку и пятерку треф. Невероятно, но именно такая рука была у Джейсона. Дилер получил заслуженные 25 тысяч долларов под всеобщее одобрение стола, которые находились
в не меньшем шоке от происходящего. Надеемся, что на волне успеха удачливый дилер не отправится покупать сотни лотерейных билетов. Завершим сегодняшний выпуск интересной историей о частом госте нашей рубрики Дэнни Билзеряне. За подробности поблагодарим Ченса Корнута, который спустя 10 лет решил рассказать об успехах самого загадочного покериста современности. История берет истоки в 2013 году. В один прекрасный день профессиональный покер-про Эндрю Робл получил звонок от Дэна с предложением потренировать его перед дорогой игрой. Но Эндрю оказался занят и посоветовал обратиться за помощью к Ченсу Корнуту. Дэн перезвонил Ченсу и рассказал об обыденных вещах. Он собирается играть с миллиардером Алексом Горсом на ставках 5-10 тысяч долларов с минимальным буй-ином в $1 миллион. И Дэну нужна небольшая помощь, чтобы выйти из этой посиделки победителем. Также сразу были озвучены условия. Если Дэн выигрывает за вечер больше миллиона, он платит Ченсу 10 тысяч долларов. Ченс, чьи призовые на тот момент не превышали миллиона, сразу согласился на такое предложение. Все тренировки проводились по телефону, и, по словам Корнута, Дэн хорошо знал своего соперника. На все вопросы о ликах отвечал уверенно и даже без заминки давал верный диапазон открытия Горса. На подготовку ушло несколько дней, после чего Дэн отправился в особняк Горса. В эту ночь Ченс не мог уснуть и ждал результата встречи двух титанов. Уже под утро он получил короткое сообщение от Дэна: «Должен тебе 10 тысяч долларов». Как позже стало известно, на той игре Дэн выиграл 10 миллионов 800 тысяч долларов. Ченс помнит историю по сегодняшний день и сожалеет только об одном, что согласился на выплату в 10 тысяч, а не настоял на 1% от экшена Билзеряна, что принесло бы ему 108 тысяч долларов. Это лишь одна история, о которой стало известно спустя 10 лет. А сколько было еще таких встреч у Билзеряна? Может, он на самом деле не врет, когда рассказывает о десятках миллионов, выигранных в покере? А что вы скажете? Пишите в комментариях. И не забудьте посмотреть на канале серию выпусков в рубрике «Вопросы тренерам». Предупреждаем сразу, вопросы вообще не касаются покера. Вы точно узнаете их с другой стороны. А на этом все. Спасибо за просмотр. Пока-пока.